Зачем была создана пещера Рук в Аргентине? Сегодня мы поговорим про удивительную наскальную живопись. Наших предков. Узнаем не только о существовании необычных рисунков, но и ознакомимся с их историей и скрытым смыслом. Зажигайте факела, точите копья, мы отправляемся вглубь веков. Наша первая остановка будет во Франции, в пещере Ласка в долине Везер. Ее называют Сикстинской капеллой первобытного искусства. Нашли ее случайно, в 1940-м, когда четверо подростков гуляли по лесу близ Монтиньяка с псом по кличке Робот. Вдруг собака провалилась в узкую щель, и ребята, вооружившись фонариком, полезли ее спасать. Так они наткнулись на подземный зал, где стены оживали под светом невероятными картинами. Огромные быки длиной до 17 футов с могучими рогами, лошади с развивающимися гривами, олени с ветвистыми рогами и человеческие фигуры глядели на подростков со стен пещеры. Эти рисунки, созданные примерно 17 тысяч лет назад, были выполнены охрой, углем и гематитом с такой детализацией, что кажется, будто звери вот-вот побегут. В зале быков 4 гигантских зубра изображены так, словно величественно идут длиной 66 футов. Художники использовали выпуклости скал, чтобы придать объем зубра настоящее 3D-искусство каменного века. Среди сотен нарисованных животных выделяется загадочный человек с птичьей головой, стоящий рядом с падающим бизоном. Ученые полагают, что это либо сцена охоты, либо шаманский ритуал. Пещера стала сенсацией, ее открыли для туристов в 1948, но уже в 1963 пришлось закрыть. Дыхание посетителей разрушало краски. Теперь оригинал под охраной, а реплика привлекает внимание любопытных. Эти шедевры наскальной живописи веками были скрыты в тени, пока пес-робот не указал к ним путь. Дальше нас ждет Испания. Пещера Альтамира в Кантабрии является еще одним чудом палеолита. В 1879-м археолог-любитель Марселино Санс де Саутуола копался в пещере на своем участке, когда его 8-летняя дочь Мария, игравшая рядом, посмотрела вверх и закричала: «Папа, быки!» На потолке на высоте 6 футов раскинулись яркие бизоны, лошади, кабаны и олени, нарисованные красной и черной охрой. Эти рисунки, которым от 14 до 20 тысяч лет, поражают живостью. Бизоны длиной до 8 футов лежат, стоят или бегут, а угольные контуры и краски создают эффект движения. Сначала ученые не поверили подлинности рисунков. Слишком уж совершенным казались изображения для примитивных людей, и Саутуолу даже обвинили в подделке. Лишь в 1902 после новых находок с него сняли все подозрения. В пещере нашли палитру. Камень с остатками краски, показывающий, как тщательно работали мастера. Сегодня доступ к рисункам строго ограничен. Только 5 счастливчиков в неделю могут войти в пещеру на полчаса в защитных костюмах, чтобы полюбоваться творчеством древних охотников. Теперь перенесемся в Индию, в штат Мадхья-Прадеш, к скальным укрытиям Бхимбетки. В 1957-м археолог Вишну Шридхар Ваканкар гулял по холмам и заметил красные и желтые пятна на песчанике. Начав раскопки, он открыл более 100 пещер, где стены рассказывали древние истории возрастом около 10 тысяч лет. Некоторые изображения были сделаны 30 тысяч лет назад. Здесь можно увидеть сцены охоты с копьями, танцы с фигурами в масках, тигров, слонов, буйволов и абстрактные узоры, нанесенные охрой и глиной. В одной из пещер, прозванной зоопарком, группа людей окружает слона на рисунке длиной около 10 футов. Среди рисунков есть изображение человека верхом на лошади. Это удивительно, ведь считается, что лошади пришли в Индию позже, около 4000 лет назад. Может, мы что-то не знаем об истории этих земель. Местные племена почитали эти места как священные, но для науки это сокровище стало доступным лишь в 20 веке. Бхимбетка-то хроника древних племен, что жили тут десятки тысяч лет назад. Далее нас манит Австралия. Национальный парк Какаду на севере страны, где хранится одна из крупнейших коллекций наскального искусства. В 1839-м европеец Джордж Грей, исследуя эти земли, наткнулся на рисунки. На скалах, которым до 20 тысяч лет, перед европейцем ожили кенгуру, рыбы, крокодилы и духи, выполненные охрой и углем в рентгеновском стиле, где видны кости и органы животных. Огромная рыба баррамунди длиной 13 футов изображена так, словно плавает по камню. В убежище Навала Габардманг нашли угольный рисунок возрастом 28 тысяч лет. Это старейшее датированное искусство Австралии. А еще тут есть тилакалео, марсупиальный лев, вымерший около 40 тысяч лет назад.
Рисунки являются здесь настоящей энциклопедией доисторической фауны. Слои рисунков, нанесенные поверх старых, создают хронику тысячелетней истории аборигенов. Продолжаем наше путешествие, возвращаясь во Францию, в пещеру Шове в долине Ардеш. Здесь хранятся одни из древнейших рисунков мира. В 1994 трое спелеологов по имени Жан-Мари Шове, Элиот Брюнель и Кристиан Хиллайер исследовали подземные ходы, когда наткнулись на заваленный камнями лаз. Разобрав преграду, они шагнули в огромный зал и замерли. Стены оживали под светом их фонарей. Здесь около 36 тысяч лет назад древние художники оставили сотни изображений животных. Львы с горящими глазами, носороги с массивными рогами, пещерные медведи и даже сова, нарисованная так, будто смотрит прямо на вас. Уголь, охра и вырезанные в скале контуры создают эффект движения, словно звери бегут по стенам. В панели львов группа из 16 хищников длиной около 13 футов преследует добычу, а следы угля от факелов, которым тоже 36 тысяч лет, доказывают, что люди освещали тьму, чтобы творить. Среди находок была и Венера Шове, схематичная фигура женщины с бизоньей головой, возможно, символ плодородия или шаманский образ. Пещера закрыта для публики из-за хрупкости красок, но копия Шове-2 позволяет прикоснуться к этому величию. Местные жители веками ходили над этими шедеврами, не подозревая, что под ногами скрывается искусство, которое ждало случайного открытия сотни лет. Теперь нас зовет сердце Сахары, плато Тассилин-Аджер в Алжире, где время застыло навсегда. В 1933-м французский офицер Анри Лот, путешествуя по пустыне на верблюдах, заметил странные фигуры на камнях и начал документировать тысячи изображений, возраст которых был от 2 до 10 тысяч лет. Здесь он увидел охотников с луками, жирафов с длинными шеями, слонов, антилоп и загадочных людей с круглыми головами, нарисованных охрой и вырезанных в скале. Один из рисунков, бегущий охотник, будто застыл в прыжке, намереваясь перепрыгнуть пустыню за один раз. Эти сцены рассказывают о зеленой Сахаре времен влажного неолита, когда тут текли реки, а люди плавали на лодках. Такие образы тоже есть среди находок. Круглоголовые с их странными силуэтами добавляют загадки. Кто это вообще такие? Рисунки сохранились благодаря сухости пустыни и теперь являются великолепным памятником древности. Далее нас ждет Южная Америка, национальный парк Серра-да-Капивара в Бразилии, где скалы хранят древние истории. В 1970-м археолог Ниеда Гуидон изучала штат Пиауи и заметила красные и желтые пятна на песчанике. Раскопки открыли сотни пещер с рисунками, которым старше 12 тысяч лет, а некоторые уходят вглубь до 30 тысяч лет. На стенах охотники с копьями, танцующие группы, броненосцы, ягуары и абстрактные линии, выполненные охрой и глиной. В пещере Тока-до-Бокейрао сцена загонной охоты длиной 16 футов, 5 метров, показывает людей, окружающих крупного зверя. Уголь и кости, найденные рядом, подтверждают возраст до 30 тысяч лет, что бросает вызов теории заселения Америки через Берингов пролив всего 13 тысяч лет назад. Среди изображений есть человек с собакой. Возможно, первое свидетельство одомашнивания в регионе, хотя это пока лишь гипотеза. Местные жители знали о каракулях духов, но для науки это стало сенсацией. Гуидон посвятила жизнь сохранению парка, ныне объекта ЮНЕСКО, раскрыв тайны, о которых местные жители даже подумать не могли. Теперь наш путь лежит в долину Волкомоника в итальянских Альпах, где собрана одна из крупнейших коллекций наскального искусства Европы. В 1909-м географ Вальтер Лаенг, бродя по горам, заметил вырезанные фигуры на скалах. Он открыл более 140 тысяч изображений, созданных с 10 тысяч до 2000 лет назад. Здесь есть множество рисунков людей. Охотники с копьями, воины в доспехах, повозки, лабиринты и сцены пахоты, выполненные острыми инструментами. Один из символов роза коммуны длиной около 3 футов представляет из себя крест в круге возрастом 4000 лет. Возможно, это знак солнца. Еще есть рисунок человека с антенной на голове, высотой около 3 футов. Некоторые фантазируют о пришельцах, но, скорее всего, это просто ритуальный убор. Изображения пережили тысячелетия благодаря горному климату и удаленности от жилых построек.
Продолжаем наше путешествие. Теперь мы в Патагонии, в пещере Куэва де лас Манос, известной как пещера Рук. В 1941 священник и исследователь Альберто де Агостини бродил по долине реки Пинтурас, когда заметил в скале вход. Внутри его ждал удивительный вид. Сотни отпечатков человеческих рук, которым от 9 до 13 тысяч лет, нанесенных красной, черной и белой краской через трубки. Большинство рук были левые, длиной до 8 дюймов. Видимо, правой держали инструмент для распыления. Здесь же есть сцены охоты на гуанако, местных лам, где охотники с копьями окружают стадо. Ученые считают, что многие отпечатки принадлежат подросткам. Возможно, это был ритуал посвящения в взрослую жизнь. Среди рисунков есть изображение редкого страуса Нанду, нарисованного с такой детализацией, что можно разглядеть каждое перышко. Местные пастухи знали о пещере, но не придавали ей значения, пока де Агостини не открыл миру этот удивительный объект искусства. Дорога завела нас в Турцию, на холм Гёбекли-Тепе, в юго-восточной Анатолии, где время повернулось вспять. В 1994 немецкий археолог Клаус Шмидт начал тут раскопки, так как местные крестьяне давно находили тут странные камни. Он открыл комплекс храмов, созданных от 10 до 12 тысяч лет назад, с Т-образными столбами высотой до 16 футов, украшенными львами, скорпионами, змеями, лисицами и человеческими фигурами, вырезанными в известняке. Один рельеф, длиной около 3 футов, показывает человека без головы рядом с птицей, намекая на жертвоприношение или загробный мир. Это место старше Стоунхенджа и пирамид Египта, а его создатели засыпали храмы землей около 8 тысяч лет назад, словно спрятав их от потомков. Среди изображений также есть кабан с детенышами, вырезанный с необычайной нежностью. Гёбекли-Тепе перевернул представление о неолите, доказав, насколько талантливыми были наши предки. Далее нас ждут Сулейманские горы в Пакистане, где скалы хранят память о бронзовом веке. В 1980-м археолог Ахмад Хасан Дани, исследуя древние тропы кочевников, заметил на камнях сцены охоты с козлами и леопардами, воинов с копьями и колесницы, которым от 3 до 5 тысяч лет. Рисунки были выполнены охрой и вырезаны острыми инструментами. Одна из находок, колесница с 2 колесами длиной около 4 футов, указывает на связь с инской цивилизацией или более ранними культурами. Также среди изображений есть человек с луком верхом на лошади. Возможно, это одно из первых свидетельств верховой езды в регионе. Рисунки сохранились благодаря сухому горному климату. Местные племена считали скалы священными и потому сберегли их до наших дней. Пещеры Марафон, Южная Африка. Переносимся в Южную Америку, в горные пещеры Марафона в провинции Лимпопо, где оживает мир бушменов. В 1922 фермер Вандер Эльст искал пропавшую корову и заметил красные фигуры на стенах пещеры. Здесь от 2 до 10 тысяч лет назад народ Сан оставил сцены охоты с луками, слонов, жирафов, антилоп и сбор меда, нарисованные охрой и белой глиной. Одна из сцен длиной 13 футов показывает группу людей, окружающих слона. Среди находок человек-лев, фигура с человеческим телом и львиной головой высотой около 3 футов. Возможно, древние художники так изобразили древнего шамана в трансе. Еще есть изображение сбора меда с пчелами, где видны крылья насекомых. Трудно поверить, что такое культурное богатство было открыто из-за пропажи коровы. Далее нас ждет Австралия, священная скала Улуру в центре континента, где сами камни шепчут о прошлом. Европейцы заметили рисунки в 1873-м, когда исследователь Уильям Госс поднялся на скалу, хотя аборигены Анангу знали о них с древности. В пещерах вокруг Улуру, которые от 5 до 10 тысяч лет, были найдены круги, зигзаги, кенгуру, эму и человеческие фигуры, нарисованные красной и желтой охрой. Некоторые узоры длиной до 6 футов предположительно являются картами звезд или водных источников, помогавших выживать в пустыне. Интересен рисунок человека с копьем, окруженного точками. Быть может, это символ дождя или звезд. Скала высотой 1140 футов является священной для местных аборигенов. Ее были частью ритуалов Анангу, а с приходом Госса стали частью культурного наследия Австралии. Улуру хранил свои тайны так долго, что даже колонисты не сразу узнали о них.
Продолжаем путешествие, перемещаясь в Испанию в пещеру Эль-Кастильо в Кантабрии. Тут хранится одно из древнейших чудес Европы. В 1901 археолог Эрменихильдо Алькалá дель Рио, исследуя пещеры в поисках следов палеолита, заметил необычные линии на стенах, которые природа явно не смогла бы сделать. Раскопки открыли отпечатки рук, бизонов, лошадей и абстрактные точки, созданные более 40 тысяч лет назад и нанесенные охрой через трубки, словно древний трафарет. Одна из сцен с бизонами растянута аж на 10 футов. В 2012-м уранториевый анализ показал, что красные точки и отпечатки рук уходят своим происхождением вглубь до 40 800 лет. Возможно, они являются делом рук неандертальцев, а не Homo sapiens. Среди находок представляет особый интерес человек с рогами, высотой около 2 футов, являющийся то ли шаманом, то ли духом этих земель. Это открытие заставляет задуматься, кто же первым развился до высокого уровня, неандертальцы или Homo sapiens? Теперь нас ждет Центральная Азия, плато Устюрт в Казахстане, где скалы еще помнят древних кочевников. В 1980-м советский геолог Борис Стуколов, изучая пустынные просторы, заметил на камнях сцены охоты с верблюдами и лошадьми, воинов с копьями и колесницы, которым от 3 до 5 тысяч лет. Одна из интересных находок представляет собой изображение колесницы, длиной около 4 футов. Своим видом она намекает на связь с древними культурами Центральной Азии, где такие повозки появились около 4000 лет назад. Рисунки сохранились до наших дней благодаря благоприятным климатическим условиям и сухому воздуху. Местные кочевники называли их письменами предков. Стукалов открыл настоящую летопись древнего народа, пополнив культурное наследие Казахстана ценнейшим экземпляром. Жажда знаний привела нас в Индонезию, в пещеру Калубара на острове Сулавеси, где сохранились древнейшие следы истории человечества. В 1951-м голландский археолог Хендрик ван дер Клюйс, исследуя джунгли, заметил странные узоры на стенах. Раскопки позволили увидеть изображения свиней баберус с клыками, буйволов и крохотных человеческих фигурок с копьями, нарисованных охрой около 44 тысяч лет назад. Одна из сцен охоты длиной около 10 футов показывает людей, преследующих свинью. В 2019-м анализы подтвердили, данные рисунки являются старейшими наскальными изображениями в мире. Местные избегали пещеры, считая ее проклятой, но Клюйс не побоялся раскрыть ее тайны. Этот древнейший алмаз в мире археологии тысячи лет ждал своего часа прямо под носом аборигенов джунглей Сулавеси. Далее нас ждет Россия. Пещера Шульган-Таш в Башкортостане, известная как Капово, где сохранились следы ледникового периода. В 1959-м зоолог Александр Рюмин, исследуя пещеру на реке Белой, поднялся на второй ярус и заметил необычные фигуры на серых стенах. Здесь, около 16 тысяч лет назад, древние охотники нарисовали мамонтов, лошадей, бизонов и геометрические знаки охрой. Один из мамонтов, длиной около 6 футов, особенно выделяется деталями хобота, бивней и шерсти. Подобное внимание к деталям является редкостью для наскальной живописи. Еще исследователь обнаружил странные линии и точки на стенах, то ли древний счет, то ли ритуальный узор. Местные башкиры называли ее чертовой, избегали даже не догадываясь, какую красоту скрывала удивительная пещера. Невероятные наскальные рисунки веками были спрятаны под носом у пастухов, фермеров и рыбаков, пока случай или любопытство не раскрыли их миру. Пишите в комментариях, какие рисунки вас удивили больше всего. Ставьте лайк и подписывайтесь. Впереди нас ждет еще больше тайн прошлого.